Большое спасибо, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, добрый день. Как меня проинформировали, у вас уже состоялась профессиональная дискуссия в рамках форума будущих технологий, который в этом году посвящен вопросам биоэкономики. Продолжение, позволю себе рассказать о шагах государства по развитию этой столь значимой сферы. И поскольку нас с вами слушают сегодня не только специалисты, но и широкая аудитория, позволю себе тоже поподробнее остановиться на том, что вам, конечно, хорошо известно, но для широкой публики, может быть, что-то будет новое. Так вот, позволю себе остановиться на том, что означает биоэкономика, какие практические перспективы и возможности она открывает перед человеком, экономикой, сельским хозяйством, здравоохранением, какую роль играет в укреплении индустриального и технологического суверенитета страны, экологической безопасности. Вот только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развернутой на полях форума. Они действительно производят должное впечатление. И, используя законы, мудрость природы, раскрывая ее огромный созидательный потенциал, ученые, производственники создают решения для жизни, здоровья, для активного долголетия. Это и полезные продукты питания, правда, качественные продукты питания все полезные, но это еще и витамины, добавки всякие, вакцины, что важно. Очень бы хотелось, Вероника Игоревна обещает мне, ради Бога, обещает мне каждый год, что вот-вот будут такие вакцины, вот-вот будут такие вакцины. Нет у нас, к сожалению, здесь министра здравоохранения, там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее. Это лекарственные препараты и даже ткани, сосуды, и что уже не является фантастикой, отдельные органы человека. Вот, правда, до создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но вот к этому двигаются. Широкий спектр применения биотехнологий и в промышленности, где вместо химических реагентов используются естественные микроорганизмы, другие живые системы. Они служат катализатором сложных технологических процессов, запускают замкнутые циклы, когда отходы одного производства становятся сырьем для другого. Вот Михаил Валентинович постоянно в течение многих лет об этом рассказывает, я ему за это очень благодарен. Применяются и в биоэнергетике, и в решении экологических задач в сельском хозяйстве, повышают плодородные земли, помогают защите растений в очистке воды, почвы и воздуха. Вот после очистки, смотрю, рыбки плавают там, которые требуют хорошей чистой воды. Все получается. Так что биоэкономика – это гораздо больше, чем область научных знаний. Своими смелыми идеями ученые, инженеры, по сути, уже формируют новую реальность, индустриальный уклад. Применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, ее хрупкую экосистему. Мы в России гордимся тем, что в развитие наук о жизни внесли весомый вклад открытия, философские научные учения Вернадского, Мечникова, Тимирязева, Кольцова, Вавилова, Энгельгарта, других выдающихся отечественных ученых, в числе которых и наши современники. Обязательно еще раз вернусь к этому в ходе своего сегодняшнего выступления. Будем здесь наращивать, безусловно, наши возможности, идти вперед. Тем более, что биотехнологии, подкрепленные мощью вычислительных систем и искусственного интеллекта, развиваются с беспрецедентной скоростью, помогают ответить на ключевые вызовы современности, а это изменение климата, дефицита продовольствия, истощение возобновляемых ресурсов, могут служить для реализации проектов и на Земле, и в космосе. Неоднократно подчеркивал, равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных,
непреложное условие справедливого развития нашей цивилизации. Поэтому на площадке БРИКС, других объединений в рамках двустороннего сотрудничества мы готовы к реализации совместных научных, образовательных, инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества. Со своей стороны намерены использовать колоссальный потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, для решения других приоритетных задач, для ускоренного технологического, индустриального развития без ущерба уникальному природному потенциалу нашей страны. В этом году мы приступили к реализации национального проекта по биоэкономике. Его принципиальная задача – обеспечить суверенитет по ряду критических направлений в этой сфере. А там, где у нас уже есть потенциал, заделы, выйти на лидирующие позиции. Также прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины 21 века. Учесть ее положение в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей. Повторю, речь идет о создании, внедрении действительно сквозных, внедрении действительно универсальных технологий и продуктов, затрагивающих практически все сферы. Поэтому особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны. Вот сейчас на выставке было видно, вот насколько это актуально. Представители самых разных сфер практически говорят об одном и том же, о решении общих задач. А это прежде всего означает существенное наращивание финансирования как профильного нацпроекта, так и других мероприятий в сфере биоиндустрии. Причем основной акцент должен быть сделан на привлечение внебюджетных средств. Необходимо снять преграды для активного участия бизнеса в формировании биоэкономики. На задачи ее ускоренного развития нужно настроить существующие, предложить дополнительные меры поддержки частных инвестиций, предоставить налоговые и другие преференции компаниям, которые создают и внедряют такие технологии. Эти и другие инструменты должны работать на всех стадиях, от научного исследования до выпуска прорывных решений конкурентной продукции на основе биотехнологий. Чтобы отечественные биотехкомпании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительства предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы. Когда я говорю о сохранении нашей конкурентоспособности, имею в виду и то, что сейчас увидел, как наши конкуренты и сколько они вкладывают в развитие этих технологий. Но нам внутренний рынок нужно, безусловно, защищать современными рыночными методами, но точно совершенно надо это делать. Нам важно системно формировать спрос, внутренний спрос на такие инновации. И, конечно, нужно наращивать производство, безусловно, занимать достойное место на мировых рынках биотехнологий. Поэтому предстоит выстроить эффективную систему поддержки экспорта биопродукции с высокой добавленной стоимостью, а также продвижение в других странах наших стандартов, технологических платформ и компетенций. Ну и, конечно, меня коллеги поймут, особенно российская часть этой аудитории. Надо работать вот с нашими ближайшими соседями, где у нас и без того очень хорошие, добрые отношения, и кооперация по очень многим направлениям выстроена уже десятилетиями. Важнейший вопрос – это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов. По этим ключевым направлениям нужно быстрее переходить от задач импортозамещения к запуску глобальной конкурентной продукции на собственных платформах, на собственных решениях. И прошу дополнить нацпроект по биоэкономике конкретными решениями на этот счет. Дорогие друзья, для ускоренного развития биоэкономики необходимо выстраивать современную правовую нормативную базу, а также систему стандартов и правил допуска на рынок решений на основе биотехнологий.
регулирование должно поддерживать, стимулировать создание и быстрое внедрение инноваций, но при этом гарантировать человеку, обществу безопасность и качество продукции. Подчеркну, что касается всех направлений, от биополимеров для упаковки товаров до искусственного выращивания органов и тканей, все важно. Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных. При этом, повторю, как и в любом передовом направлении, нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни. Площадками для разработки и контролируемого тестирования новых биотехнологий, продуктов могут стать наши инновационные научно-технологические и образовательные центры, среди которых и известная, надеюсь, уже многим федеральная территория Сириус. Также прошу Российский научный фонд в текущем году предоставить гранты имени нашего великого ученого Евгения Павловича Велихова на создание новых решений для агропромышленного сектора, биотехнологических производств, фармацевтической промышленности, здравоохранения и других отраслей. Причем такие технологии должны быть разработаны в том числе с использованием методов биоинформатики и искусственного интеллекта. Уважаемые друзья, хотел бы пригласить научные команды принять активное участие в конкурсе РНФ. Его победители в течение 5 лет, а потом, по-моему, еще продление там предусмотрено на 3 года, да? Так вот, в течение 5 лет смогут получить на исследование до $500 миллиарда рублей от государства, а также софинансирование от ведущих отечественных компаний. Для создания новых биотехнологий задействуем и научную инфраструктуру класса Мегасайенс. В этом году в Новосибирском Кольцово состоится технический запуск сибирского кольцевого источника фотонов. Совсем скоро он заработает на полную мощность. По-моему, в 2027 году, да, окончательно доступ должны получить наши ученые к этой работе. Мы готовы реализовать на этой уникальной установке международные научные программы в области наук о жизни, в биологии, медицине и фармацевтике. При этом важно, чтобы исследования, разработки по направлениям биоэкономики носили не только фундаментальный, но и прикладной характер, наращивали экономический, технологический потенциал регионов, а значит, служили задачам пространственного развития России с ее огромной территорией. Так, например, на северо-западе страны нам нужно наладить переработку отходов лесопромышленного комплекса. На Дальнем Востоке выпуск биопродукции на основе водных биоресурсов, а в Сибири, на юге России глубокую переработку зерна. Повторю, это лишь отдельные направления крупных региональных программ в сфере биоэкономики. Они, безусловно, должны учитывать особенности территории, ресурсную базу, экономическую специализацию. И, конечно, для таких проектов у регионов должны быть кадры и соответствующие технологии. В этой связи предлагаю создать в субъектах федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики. Такие центры призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству, открыть доступ к приборной базе, вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов, а также для небольших технологических компаний со всей страны. А они, подчеркну, это особо должны стать полноправными участниками нацпроекта по биоэкономике. Особо это подчеркиваю. И здесь хотел бы сказать о самом важном. Думаю, что вы все со мной согласитесь. Самое важное в чем? Что это самое важное? Специалисты. Это вот такие люди, как вы. Специалисты, от которых зависит и строительство биоэкономики. И надо признать, что пока компетенции, знания выпускников многих вузов, колледжи не соответствуют, более того, существенно отстают даже от текущего уровня развития биотехнологий. Но это понятно, мы многое здесь в новинку, поэтому
Поэтому и многое предстоит сделать. Кадровый вызов в этой сфере – один из самых сложных и системных. И, конечно, мы должны дать на него ответ. В этой связи первое. Следует обеспечить выпуск специалистов высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта. Для этого вместе с бизнесом нужно серьезно обновить программу профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий, в том числе с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики. В этой связи предлагаю создать при вузах, университетах новые передовые инженерные школы, а также расширить на эти направления образовательный проект «Профессионалитет». Второе. Прошу правительство вместе с регионами и бизнесом внимательно посмотреть на кадровый прогноз в части биотеха, учесть потребность в специалистах для реализации крупных региональных проектов в этой сфере. Вот как раз о том, о чем я только что говорил. При необходимости принять решение об увеличении бюджетных мест по направлениям биоэкономики в вузах и колледжах в субъектах Российской Федерации. Третье. Важно на новой основе предметно заняться углубленной профориентацией школьников с прицелом на потребности биотеха, расширить профильное обучение по естественно-научным предметам и в целом предлагаю запустить программу популяризации биоэкономики. Обязательно подключить к этой работе средства массовой информации, ведущие интернет-площадки. Чем раньше мы сориентируем человека в этой сфере, тем лучше. Сфера очень сложная, многопрофильная. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить отечественные биокомпании, биотехкомпании, ученых, меценатов, энтузиастов за просветительскую деятельность. Повторю, эту работу нам с вами нужно обязательно наращивать, открывать новые горизонты, профессиональные пути для молодежи, для подрастающего поколения, для граждан. Вот это, позволю себе такое слово, пропаганда, она очень важна, очень важна. Она должна быть своевременно организована. Дорогие друзья, на площадке форума мы традиционно говорим о направлениях, разработках, которые определяют будущее человечества. Достижения биологии, генетики, других наук о жизни справедливо называют технологиями 21 века. Вместе с IT-индустрией, искусственным интеллектом они трансформируют экономику и общество, создают новые возможности для миллионов людей. Предлагаю посвятить следующий форум будущих технологий созданию и внедрению в нашу жизнь цифровых платформ. Уже сейчас они служат ученым в реализации научных проектов, соединяют мастера, предпринимателей из небольшого города с покупателями из мегаполисов, позволяют жителям участвовать в управлении домом, поселком, целым регионом. В рекордные сроки анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей. И это лишь отдельные направления развития платформенной экономики. Вот в Москве это хорошо очень развивается. Хороший пример. Вот недавно мы об этом говорили. Вызывают скорую помощь к человеку. Пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни. И он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь. И это только одно из направлений, только один из примеров этих платформенных решений. В этой сфере Россия создает решения мирового уровня. Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества. С удовольствием приглашаю всех, кто готов к совместной работе, к участию в форуме будущих технологий в следующем 2027 году. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Мы с некоторыми коллегами сейчас увидимся и продолжим нашу дискуссию и разговор. Спасибо.